Знаешь, если бы вся эта история с российской ненавистью была чем-то новым, можно было бы списать на политическую моменталку, на войну, на пропаганду. Но проблема глубже. Намного глубже. Такое ощущение, что у русских эта злоба идет как будто из какого-то внутреннего подвала, где всегда темно, холодно и пахнет старой обидой. Причем самое смешное, украинцев можно понять. На тебя пришел сосед с монтировкой, вынес дверь, убил жильцов. Но очевидно, что любовь после этого как-то не вырастет. Это нормальная человеческая реакция. А вот почему условный Вася из Бурятии, который в жизни дальше своего райцентра не выезжал, вдруг искренне ненавидит Европу, Америку, Украину, это уже интересный вопрос. Его никто не трогал, никто у него ничего не забирал, он никогда не видел украинца, но уверен, что они нас ненавидят. Он никогда не держал в руках iPhone и не ездил на нормальной машине, но точно знает, что Запад – враг и, разумеется, Запад загнивает. И вот тут самое время попробовать разобраться, откуда вообще берется эта постоянная хроническая злость. Именно об этом разберемся дальше. Спокойно, без истерики, почти по-докторски. Ну а я рад приветствовать всех адекватных на канале «Утилизатор реальности». И мы начинаем. Итак, давайте попробуем копнуть поглубже. Ведь злость русских – это вообще не про Украину, да и не про Европу. Это у них на уровне системной настройки – жить в режиме осажденной крепости. Как будто весь мир только и думает, как бы отжать у них Омск или, прости господи, Кемерово. Наоборот, именно Россия веками шарахалась по соседям, как пьяный медведь по дачным участкам. Залезла, разъебала теплицу, огрызнулась, ушла. И вот из этого стука лап по чужим крышам у них и сложился миф. Мы великие, потому что всех били. Но у любой агрессии есть обратная сторона – паранойя. Когда ты сам всю жизнь лез к другим, очень легко поверить, что теперь все лезут к тебе. Это как гопник, который каждый вечер кого-то щемит у подъезда. А потом в панике подпрыгивает от каждого шороха, потому что уверен, меня тоже хотят догнать. Это не случайность, это уже прошивка на уровне ДНК, когда можно хоть в учебники по медицине вставлять. И когда ты, обычный Вася из глубинки, живешь в таком историческом бульоне, ты уже не различаешь реальность и иллюзию. Ты постоянно на взводе, потому что с детства слышал одну и ту же мантру. Весь мир против нас, нас хотят уничтожить, мы должны ненавидеть первыми. Ну да, там уже не до эмпатии. Чтобы понять российскую злость, иногда достаточно зайти в обычную российскую квартиру, где ребенок с детства слышит от родителей фразы по типу «Щас ремня дам, поймешь», «Бьет, значит любит», «Не ной, мужиком будешь». И все это. С такой будничной интонацией, будто речь идет о смене белья, а не об эмоциональном издевательстве над ребенком. В России насилие не крайность, а часть внутреннего климата. Оно как плесень в старом доме, никто ее не видит, но все привыкли, что она в углу есть. Когда человека с детства учат, что силой решается все, он и во взрослой жизни реагирует на мир ровно так же. Кто слабее, тому можно вломить, кто сильнее, того надо ненавидеть. Потом такой Вася смотрит на Украину, которая ему ничего плохого не сделала, и автоматически проецирует туда все свое детское унижение. Ему нужно кого-то презирать, кого-то бояться, кого-то винить за то, что у него внутри дыра размером с всю его несостоявшуюся жизнь. И заметь, у них даже на уровне поговорок все про насилие. Сила есть, ума не надо. Терпеть – наше все. Не ебывайся, хуже будет. Ты живешь в такой среде, и мир тебе кажется враждебным по умолчанию. Ты сам не понимаешь, почему злишься, но злишься всегда. Это уже не мировоззрение, это патологическая реакция организма, встроенная в каждый нерв, в каждое семейное воспитание. А вообще, знаешь, если хочешь увидеть настоящую модель российской цивилизации, тебе нужно не по центру Москвы гулять и даже не в Кремль смотреть, а побывать в их общаге и казарме. И вот там она, их культурная лаборатория. Место, где из человека делают того самого злого русского, который потом ненавидит всех подряд. Схема проста, как инструкция к табуретке. Тебя унижают, ты терпишь, потом наступает твой черед, и ты с удовольствием повторяешь все то же самое. Не можешь унизить, значит ты никто.
Не можешь выдержать унижение – тоже никто. Отсюда вся их национальная логика. Мы сильны, потому что терпели. Мы имеем право ненавидеть, потому что нас били. Это та самая дедовщина в армии, просто растянутая на масштабы страны. Путин для них просто дед, тот самый, который может унизить любого. И поэтому вызывает уважение. И вот когда такой человек, выросший на культуре доминирования, сталкивается с миром, где никто его не боится, он чувствует себя ничтожеством. А ничтожество всегда реагирует одинаково – злостью, агрессией и истерикой. Отсюда и их неистовая ненависть к Украине, Европе, Америке, ко всем, кто живет по правилам, которые русскому психологически недоступны. Это как объяснять медведю устройство кофемашины. Он просто будет рычать, потому что это единственный инструмент коммуникации, который он знает с детства. И когда в других странах люди хоть как-то пытаются строить отношения, в России строят иерархию. Причем не простую, а строго сортированную по уровню страха. Там все очень четко. Ниже тебя – унижай, выше тебя – подлизывай. Равных нет вовсе. В результате Россия превратилась в страну, где половина сидит, половина стережет, остальные мечтают занять место тех, кто стережет. И чем более токсичный и агрессивный начальник, тем больше уважения он вызывает. Справедливость там выглядит как слабость, а человечность как ошибка. Поэтому русский Вася не может относиться к другим народам нормально. Он в принципе не умеет видеть равных. Есть либо рабы, либо враги, либо те, кто выше нас, но почему-то нас не ценят. И когда он видит украинцев, которые не боятся власти, могут брать ответственность, спорить, выходить на улицы, менять президентов, у него происходит культурный разрыв. Это не укладывается в его картину мира. Лишь бы не признавать простую истину, люди могут жить иначе, и это не требует страха и унижения как топлива. Но признать такое значит признать, что жизнь, прожитая в вертикали, была ошибкой. Так что он выбирает привычное – ненависть к тем, кто живет лучше, свободнее и спокойнее. Еще один ключ к пониманию их патологической злобы – это их хроническая провинциальная обида. Причем не просто «мы живем скромнее», а именно вот это – почему у них все есть, а у нас нет. Типичный житель глубинки там годами слышит про великую страну, но живет в убогой реальности. И тут он видит Европу. Штаты, да ту же Польшу или страны Балтии, которые за 30 лет въебали так, что их теперь не догнать. Да или ту же Украину, у которой тоже проблем хватало, но там хотя бы было стремление в сторону развития, а не ненависти. И вместо того, чтобы спросить, может, мы что-то делаем не так, он выбирает самое доступное чувство – завистливую ненависть. Потому что признать чужой успех – это признать собственный провал. А русский человек на провалы честно смотреть не умеет. Он лучше будет верить, что там все плохо. Они загнивают, они против нас. Это его психологическая броня. Поэтому он ненавидит не потому, что ты ему что-то сделал, а потому, что ты напоминаешь ему, что жить можно иначе. И эта мысль настолько болезненная, что проще объявить весь мир врагом, чем признать очевидное. Он становится идеальной мишенью для пропаганды. Ему легко внушить, что мир ужасен, что враги повсюду, что Запад хочет его уничтожить. Он ведь не может проверить обратное. И русский человек, привыкший к боли, иерархии и постоянному унижению, вдруг получает объяснение всех своих жизненных провалов. Виноваты не мы, виноваты они. Не ты плохо живешь, просто тебя окружили враги. Не власть ворует, это санкции врагов. Не Россия отсталая, это Запад мешает нам. Ненависть становится своего рода наркотиком, дешевым, доступным и снимающим ответственность. Потому что злобный человек – это человек, которому просто удобно быть злым. Так проще, так не нужно думать, так можно всю жизнь прожить в обиде и ни разу не признать, что проблема внутри. И вот это сочетание бедности, пропаганды, семейного насилия, исторической паранойи и вечной провинциальной обиды и рождает того самого среднестатистического русского, который ненавидит Украину, Европу, Америку, всех подряд и даже не понимает, зачем. Вот так и получается, что вся эта их злоба не загадка и не мистика, а обычный коктейль из страха, бедности исторических фантомов и хронической обиды на весь мир.
Ну а вам спасибо, что досмотрели. Если понравился ролик и то, что я тут говорю, обязательно подпишись. Если согласен или наоборот, хочешь поспорить, пиши в комментариях. Здесь можно думать, можно обсуждать, можно не соглашаться. Главное – оставаться людьми, а не копировать чужую злобу. До встречи на утилизаторе реальности. Будь добру!